I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Трагедия в семье Валентины Сапруновой из города Рыбинск Ярославской области в сентябре 2020-го потрясла всю страну. Некогда счастливая женщина, мать двоих детей, в одночасье лишилась самого дорогого. Ее маленькие дочки были жестоко убиты, а любимый мужчина исчез. Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь? Кто виновен в этом резонансном преступлении? Сыщики нашли ответы на эти вопросы очень быстро, и эти ответы повергли их в шок. Валентин и Валентина. Валентин Сапрунов познакомился со своей будущей супругой Валентиной в родном Омске, где оба учились. Поначалу у пары все складывалось хорошо. Он закончил Академию МВД, она медицинский университет. Сыграли свадьбу, родились 3 детей. Из Омска Сапруновы перебрались в поселок Краснозерское Новосибирской области. Мужчине предложили должность пусть и в райотделе, но все же руководящую, начальником изолятора временного содержания, одного из РОВД. Семья подполковника полиции и медсестры считалась положительной. Знакомые отзывались о супругах всегда хорошо. Их между собой называли «вальками». В райотделе их ставили в пример. Пресс-служба регионального главка МВД писала о семействе в 2014-м так. В семье майора полиции Валентина Викторовича, начальника отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России, и Валентины Владимировны, медицинской сестры ЦРБ, 3 детей. Сын Сергей, учащийся 3 класса, дочь Яна, учащаяся 2 класса, а самая младшая Елена, которой 2,5 года, пока находится дома с мамой. Все свободное время Валентин Викторович посвящает своей семье. Помогает супруге по хозяйству, учит уроки вместе с детьми и, конечно же, занимается с младшей дочерью. Идиллия длилась больше 10 лет, а весной 2020 года супруги внезапно развелись. Когда именно начался разлад, знакомые семьи точно сказать не могут. Видимо, Вале в какой-то момент стало скучно. Она стала увлекаться соцсетями, много времени просиживала. Валентина это раздражало. Кто-то говорил, что он узнал, что жена, как бы помягче выразиться, флиртует с друзьями-мужчинами. В общем, у них получился скандал. А потом, неожиданно для всех, весной развод. Сережка остался с отцом, а девочек она забрала с собой. Уехала на малую родину, в Омск. Девчонки даже радовались, мол, большой город, круто, рассказал один из тех, кто общался с семейством. В Омске Валентина с девочками жила у бабушки, но недолго. Иллюзия счастья. Вскоре Валентина знакомится в соцсетях с 41-летним Виталием Молчановым. В начале июля, как только коронавирусные ограничения ослабли, она приезжает в Рыбинск Ярославской области, чтобы встретиться лично, а спустя 3 недели перевозит туда дочерей 8 и 13 лет и устраивается работать медсестрой в больнице. Виталий тем временем выкладывает в соцсети признание в любви своей новой пассии, а до переезда писал, что очень переживает из-за того, что их разделяет расстояние. «Это моя девушка, очень огорчает, что мы временно в разных городах, но я ее люблю, а остальное решаемо», говорится в посте, проиллюстрированном фотографиями Валентины. Знакомые женщины рассказывают, вспоминая тот период. «Недавно мы списывались с подругой, она была счастлива, и все было замечательно, мы за нее порадовались. Рассказала, что дети называют Виталия папой, что они к нему очень хорошо относятся, и он к ним тоже». Валентина наслаждается своим женским счастьем. Она выставляет фото с Виталием в соцсети с подписью «Любимый мужчина». Нашла работу в 3 минутах от дома, в больнице. Девочек пристроила в местную школу. По словам соседей, никаких тревожных звонков не было. Пара выглядела образцовой, они даже всегда ходили за ручку. Коллегам Валентина рассказывала, что сожитель хорошо к ним относился и никогда не давал повода даже заподозрить что-то неладное. Они строили планы на будущее, женщина настолько была уверена в своем возлюбленном, что не боялась оставлять с ним детей, пока сама задерживалась на дежурствах допоздна. Девочки хорошо учились в школе, старшая была в классе с математическим уклоном. Одноклассникам из старой школы накануне переезда старшая девочка жаловалась, что не хочет уезжать из Омской области в Ярославскую,
Однако уже в рыбинской школе она никогда не говорила своим новым друзьям о каких-либо проблемах в семье. С виду была веселой, признаков тревоги или стресса не подавала. Про жизнь особо не рассказывала, только говорила, что переехала сюда к знакомому ее мамы. Она была такая веселая, заботливая, придет, конфетами поделится, вспоминают школьники. Новоиспеченное семейство поселилось на первом этаже панельного дома на окраине города. В этой квартире на Инженерной улице в рыбинском микрорайоне Переборы раньше жила бабушка Виталия, а потом там появился и сам внук со своей пассией и ее детьми. Они часто гуляли вечером. Отчим купил девочкам двухъярусную кровать, да и вообще на первый взгляд относился к ним хорошо. Жила пара мирно. Соседи, глядя на их романтику, думали, что в дом въехали молодожены. Улыбчивый человек, тихий был, с нами очень хорошо общался. Нормальный был, здоровался, чистоплотный такой, даже не матерился. Мы всегда на лавочке сидели, а он вечером выходил курить на улицу, говорили жители дома. Многие даже не догадывались, что улыбается им человек с богатым криминальным прошлым. Отец девочек заявил журналистам, что если бы он знал, что Валентина живет с бывшим заключенным, то забрал бы дочерей. А вот Валентина про судимость знала. Чем Виталий прельстил бывшую жену полицейского, непонятно. Вероятно, как это часто делают зэки, знакомясь с женщинами, просто вешал лапшу на уши про то, что, мол, дело сшито, а сам я не виноват. Первое убийство. В 2010 году Виталия Молчанова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. По информации пресс-службы Свердловского областного суда, он неоднократно обращался об условно-досрочном освобождении. Во всех ему было отказано, то есть вышел на волю он по отбытии наказания. Что нужно совершить, чтобы получить 11 лет колонии строгого режима без права на досрочное освобождение? Вот какой набор был у Молчанова. Судили его аж по 5 тяжким статьям: убийство, незаконное лишение свободы с применением оружия, приготовление к преступлению и покушение на преступление, изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, и надругательство над телами умерших. Как пишут журналисты, согласно материалам дела десятилетней давности, в сентябре 2009 года 30-летний Виталий Молчанов, находясь в квартире 35-летней знакомой, распивал вместе с ней спиртные напитки. В какой-то момент он взялся за нож и убил ее, после чего расчленил тело жертвы. Позже судмедэксперты обнаружат не менее 22 колото-резанных ран. В той же квартире оказалась 28-летняя девушка, соседка погибшей. Виталий Молчанов попытался ее изнасиловать, а когда она стала сопротивляться, угрожал убийством. Но дело довести до конца не смог по физиологическим причинам. Девушке повезло, она осталась жива. Отбывал наказание душегуб ВК-10 в Екатеринбурге. По некоторым данным, на зоне он был кем-то вроде стукача. Во многом благодаря этому ему дали престижную в колонии работу начальником прачечной. Суд засчитал год, который Молчанов провел в СИЗО, поэтому на свободу он вышел в начале 2020-го и почти сразу переехал в Рыбинск. Устроился опрессовщиком на завод по производству кабелей. Неплохо, кстати, зарабатывал. В это время познакомился в интернете с Валентиной. По словам мамы Виталия, детство у него было счастливым. Родился в 1979 году в полной семье, рос любимым ребенком с мамой, папой и младшей сестренкой. Окончил полиграфический колледж в Рыбинске. В числе лучших 10 выпускников стажировался в Германии. Он любил играть с друзьями и ухаживать за животными. Любимицей маленького Виталика была собака, о которой он очень просил родителей. Когда ему исполнилось 18 лет, уехал из дома. Захотелось самостоятельности. За год до переезда на семейном собрании родители объявили о разводе. Новость не шокировала Виталия, он отнесся к ней с пониманием. В семье решали вопросы не скандалами и криками, а разговорами. Дети спокойно общались как с отцом, так и со мной, говорит мама Молчанова. После переезда он стал редко видеться с родными. Звонил раз в несколько месяцев, рассказывал, как у него дела. Спустя время Виталий сам женился. Но брак распался через 7 лет. Обзавестись детьми пара не успела. Родные Молчановы уверены, что именно после развода с первой женой все пошло наперекосяк. Мужчина начал много пить, в пьяном угаре и совершил свое первое преступление. После тюрьмы, казалось, его жизнь налаживается. Встретил Валентину. Она влюбилась, да так, что ради него, осужденного за убийство, кажется, готова была пойти на все. Надеялась на счастье, а в итоге горько пожалела. Спустя месяц совместной жизни мужчина мечты лишил ее самого дорогого – дочерей, напился и пошел их убивать. Девочек больше нет.
Валентина пришла со смены уставшая. В больнице ей пришлось задержаться чуть дольше, чем положено. У медиков так бывает, точно не знаешь, когда закончится рабочий день. Валентине нужно было убрать процедурный кабинет. Поэтому еще накануне она предупредила гражданского мужа и дочерей, что вернется домой лишь после обеда. Вечером же она созванивалась с Молчановым. Он рассказал, что старшая девочка уже легла спать, а вторая играет на планшете. Просить позвать кого-то из них к телефону не стала, не заподозрив неладного. Около 3 часов дня, открывая дверь, она не услышала радостных голосов девчонок, которые обычно ее встречали после работы. Нарастающая тишина пугала все сильнее. Зайдя в квартиру, женщина обомлела. Все вокруг было залито кровью. Яна и Лена были мертвы. Их тела были растерзаны. В этот момент жители дома номер 5 по улице Инженерной услышали пронзительный женский крик, доносившийся с 1-го этажа. Они сразу вызвали полицейских. Правоохранители приехали по адресу быстро. То, что они увидели, повергло их в шок. Бездыханные тела 2 малышек и не помнящая себя от горя их мать. А вот Молчанова дома не было. На телефон он не отвечал. На месте преступления были найдены ножи и топоры, которые преступник использовал при убийстве. В тот день искренне любящая Валентина возненавидела своего ухажера. Сыщики в тот же день именно Виталия Молчанова называют главным подозреваемым. Его ориентировки распространяют повсюду. На вид 40 лет, среднего возраста, был одет, костюм спецодежды красного цвета, кепка темного цвета. Молчанов В.А. может передвигаться на велосипеде белого цвета. Губернатор назначает награду за помощь в поиске подозреваемого – 500 тысяч рублей. Его ищут полицейские, волонтеры, жители города, все те, кто не смог остаться в стороне от трагедии, которая по-настоящему потрясла небольшой город. Кадры, где Молчанов выходит из дома в день убийства, распространяются по всем соцсетям, чтобы каждый, кто увидит человека в красном костюме, обратил внимание. Его фотографию помещают не только во всех отделах полиции, но и на улицах города. Как полагают стражи порядка, он заранее продумал, где сможет спрятаться. Как, впрочем, и другие детали преступления. Выяснилось, что Молчанов накануне убийства снял с банковских счетов все деньги. Больше всего соседи удивлены тому, что не слышали никаких звуков борьбы, криков и шума из квартиры Молчанова, хотя убийство девочек было совершено с особой жестокостью. «Всегда бабульки сидят на лавочках, сосед сверху, мужчина вроде строгий, и никто ничего не слышал», – удивилась жительница того же дома. Загнанный зверь. Одна из версий случившегося – ревность. Из-за того, что Валентина вернулась чуть позже с работы, Молчанов подумал, что она ему изменяет, и решил по этому поводу выпить. Позже он расскажет сам, что употребил 3 бутылки коньяка и моментально озверел. Следователи подозревают, что он потерял контроль над собой и решил страшно отомстить любимой. Взял нож и лишил жизни ее дочерей. Эксперты считают, что сначала он надругался над сестрами, потом убил и расчленил тела. Затем вышел из дома, сел на свой велосипед и уехал. Не исключалось, что он мог отправиться в соседний регион и пересидеть там. Однако, когда протрезвел и увидел, что его ориентировки заполнили сеть, мог испугаться и спрятаться неподалеку, пока не пройдет активная фаза поисков. Рыбинского маньяка искали 3 дня. Утром 18 сентября силовики наконец задержали его. Изверг скрывался в лесополосе недалеко от Рыбинска. Он лежал в кустах. Его выдала ярко-красная куртка, которая была очень приметной в зеленом лесу. Почти сразу после этого в ярославских соцсетях начало гулять видео с уличных камер видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина хотел сдаться полиции и простоял у опорного пункта почти час после преступления, но тот был закрыт. Ни дежурного, ни участкового Молчанов так и не встретил. Да и раньше их, видимо, не знал. Бывшего уголовника, которого на Урале осудили по 5 серьезнейшим статьям, включая изнасилование и убийство, даже не поставили на учет. Судя по всему, начальник опорного пункта новой на его территории семьей не интересовался. После поимки Молчанов сразу дал признательные показания. Говорил, что был пьян, ничего не помнит и не знает, зачем лишил жизни дочерей своей сожительницы. Все эти дни он провел, отлеживаясь в кустах. Утверждал, что пытался свести счеты с жизнью, пытаясь довести себя до обезвоживания. Когда же полиция нашла Молчанова, он был трезв. Он не выказывал сомнений, словно уверовал в то, что не причинил падчерицам страданий, даже с учетом того, что каждый при жизни нанес десятки ударов
ножом и топором. Выяснилось, что сначала он напал и лишил жизни одну, потом пошел гулять на улицу со второй падчерицей. Они с девочкой даже зашли к маме на работу передать теплые вещи. Молчанов купил ребенку вкусностей, а когда вернулись домой, набросился на нее. Сначала преступник изо всех сил пытался доказать, что не принуждал к половому акту девочек при жизни, а делал это только с бездыханными телами. Действия насильственного характера были по отношению к мертвым телам, то есть это уже не насилие над личностью, это я считаю очень важно. 4 октября Яну и Лену похоронили в Рыбинске. Родители решили не перевозить их тела в родной Омск. На могилу местные жители принесли сотни цветов и мягких игрушек. Поведение маньяка. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев обратил внимание на безумный взгляд маньяка в момент его задержания. По оценке специалиста, лицо Молчанова выражало только страх, но никак не раскаяние. Он не плачет, не рыдает, не бьется, так сказать, в конвульсиях, не пытается показать, как он страдает. Это все еще посмотрим в процессе, когда будет суд. Уже потом может быть лжераскаяние. На то он и маньяк, тонко может играть, пояснил Казанцев. Психиатр уточнил, что люди, склонные к таким преступлениям, внешне могут долго себя никак не проявлять. В быту быть довольно милыми, заботиться о детях. Он предположил, что у маньяка была какая-то травма из детства, возможно, изнасилование. Потом она усугубилась в местах лишения свободы. Со временем такие граждане находят искаженные способы справиться со своей травмой и считают свои поступки торжеством справедливости. Через алкоголь вся его натура звериная и вышла наружу, считает специалист. Судебный процесс. Делом маньяка занималось Главное следственное управление СК России. За то время, пока шло следствие, Молчанова дважды признавали невменяемым. Ему был поставлен диагноз – параноидальная шизофрения. Но третья, последняя экспертиза, на которой настоял отец девочек, пришла к выводу, что в тот роковой день убийца отдавал отчет своим действиям. На суде и допросах Молчанов утверждал, что не верил в реальность происходящего, когда убивал девочек. Он уверял, что планировал с Валентиной семью и готовился к прекрасному будущему, обустраивая семейное гнездышко. Отца переселили, ипотеку оформили, кредит взяли, ремонты сделали, то есть девочек в школу устроили. Для того, чтобы обвинять в том, что я как-то заранее спланировал и сознательно совершил это преступление именно по отношению к этим девочкам, но это, по-моему, вообще нелогично. Он также настаивал на том, что сначала убил детей, а потом изнасиловал. Сторона же обвинения считала, что все было наоборот. В итоге Молчанову предъявили обвинения по нескольким тяжким статьям. При этом по одному эпизоду насильственных действий сексуального характера он был оправдан за отсутствием состава. Иными словами, изначально его обвиняли в изнасиловании обеих девочек, но доказать смогли надругательство только над одной из сестер. Первый госзащитник Олег Будник от Молчанова отказался. Второй, Илья Горшков, на заседаниях был словно тень. Он ни слова не сказал журналистам, да и с подзащитным в зале суда общаться не стал. Процесс над маньяком проходил в закрытом режиме. В своем последнем слове убийца попросил не лишать его свободы пожизненно. По его мнению, опасность для общества он не представляет, так как искренне считает, что преступления были им совершены из-за психического расстройства, а не из злого умысла. Приговор огласили 28 декабря 2022 года. В итоге убийца и насильник своих падчериц получил то, что все и ожидали. Остаток своей жизни Молчанов проведет в колонии особого режима. В качестве морального ущерба с Молчанова взыскано 10 миллионов рублей в пользу отца убитых девочек и 2 миллиона в пользу матери. Иски на такие суммы заявили сами родители девочек, и суд удовлетворил их в полном объеме. Также суд разрешил родителям узнавать о том, как и где отбывает наказание убийца их дочерей. 18 января 2023 года Молчанов и его адвокат подали апелляцию на решение суда. Апелляция была рассмотрена 5 апреля, и суд отклонил жалобу, оставив приговор Ярославского областного суда без изменений. Он вступил в законную силу. Эта трагическая история вызвала большой общественный резонанс. Валентину буквально затравили в интернете. 40-летнюю женщину ругали за безрассудство, упрекали, что привезла дочек прямо в лапы к маньяку. Досталось и отцу девочек, который, по иронии судьбы, работал в органах МВД. Некоторые пользователи соцсетей считали, что он должен был пробить знакомого своей бывшей жены по базам, отследить его криминальное прошлое. Где сейчас маньяк? Ни родные, ни сторона защиты обвиняемого не знают, где находится Виталий.
Мама Молчанова призналась, что открестилась от сына. Она не общается с ним уже 24 года и после приговора свою позицию не поменяла. «Я с ним не связываюсь и ничего о нем не знаю. Моя позиция уже была ясна, я ее озвучивала. Я абсолютно ничего о нем не знаю. Он должен получить то, что заслужил. Это моя позиция». По данным некоторых источников, на июль 2023 года Молчанов был еще в Ярославле, в СИЗО номер 1 в Коровниках. Другой инсайдер уточнил, что осенью Молчанов находился в Рязани, его планировали направить в Приволжский федеральный округ. Отметим, что приговоренных к пожизненному отправляют в особые тюрьмы. Таких в России осталось 6, в их числе колония в Мордовии. В народе ее называют «Единичка», она располагается в мордовском поселке Сосновка. Колония выросла из трудового лагеря, который был тут в эпоху Сталина. По данным на 2022 год, в «Единичке» отбывали наказание 165 человек – серийные убийцы, террористы и бандиты. Чужая кровь. Трагедия в Рыбинске напомнила о вечной проблеме взаимоотношений неродных детей с отчимами и мачехами. Принятие чужого ребенка мужчиной – тема, споры вокруг которой ведутся уже давно. Есть мнение, что чужой ребенок не может стать своим и не заменит мужчине собственного наследника. В противовес этому множество реальных историй, как отчим заменил отца, вложив силы и душу в ребенка по принципу «кто воспитал, тот и отец». Из этого можно сделать вывод, что очень многое зависит от человека, с которым женщина решила связать свою жизнь, говорят психологи. Ревность со стороны отчима может стать негативным фактором, мешающим нормальной жизни семьи. Ребенок, как живое напоминание о другом мужчине, который был близок с женщиной, постоянно находится рядом, в нем проявляются чужие черты, и это может вызвать неприязнь у человека, эмоционально нестабильного или психически неуравновешенного, с нарушением привязанности или с травмами, пережитыми в родительской семье. К ребенку может так и не сформироваться эмоциональная привязанность, особенно если целью отношений мужчина ставит не создание семьи. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, была ли уверена Валентина Супрунова, что ее новый избранник, несмотря на запятнанное прошлое, сможет стать хорошим отцом для ее девочек? Что двигало ей, когда она перевозила своих детей к бывшему уголовнику? Любовь к мужчине или боязнь остаться одной после развода? И действительно ли Виталий Молчанов хотел наказать сожительницу за измену, убив ее малышек, или же им двигала похоть и жажда крови? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забывайте писать, какие истории вы хотели бы услышать.